Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с новым узорчиком, но с ниточками, с которыми мы уже работали. И сразу же остановлюсь на том моменте, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что все узорчики универсальные, а я рассказываю о пряже, которой я сегодня буду показывать узорчик. Итак, это у меня получается пряжа Yarn Art Elite, это Yarn Art Baby, но это то и другое, стопроцентный акрил. Итак, смотрите, стопроцентный акрил. В 100 граммах 300 метров моточек. Ну, понятно, да, что моточек уже меньше намного. И нам советует производитель. Смотрите, говорит, берите крючок 3,5 миллиметра. Вот, я беру 3,5 миллиметра, чтобы у меня все получилось. Вы, в свою очередь, читаете аннотацию своей пряжи точно так же, подбираете крючок под свою пряжу. Ну что, свяжем? Итак, для контраста взяла я желтую ниточку. Смотрите, раппорт сегодняшнего узорчика получается 4 петельки. Давайте наберем, например, 32 воздушные петельки, да, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Ну, в свою очередь, вы набираете сколько удобно. Я буду набирать, получается, 33 воздушные петельки. Итак, все как всегда, петелька фиксации. Теперь набираем 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд, ну, чтобы не запутаться в петельках. Столбики с накидом вяжем. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Следующую петельку точно так же. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. И так далее. Провязывайте до конца ряда. Сами себя контролируйте. Количество столбиков, которые вы провяжете, должно быть равно количеству петелек, которые вы набрали. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика. Ничего сложного. Угу. И самое главное, не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот первые 3 петельки, которые провязывали, это тоже столбик с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков мы уже провязали. До конца ряда провязывайте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Несложно. Вы справитесь. Так, смотрите, вот наши столбики практически готовы. Почему практически? Я здесь хочу поменять ниточку, поменять ее на белый цвет. Если вы меняете вместе со мной, да, то повторяйте. Если не будете менять, то просто продолжайте дальше. Итак, у последнего столбика именно последние 2 петельки я провязываю новым цветом. Раз, видите? Получается, ряд закончился желтой, но беленькая уже в процессе вязания. По узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Желтенькую ниточку подтягиваем, поворот. Теперь смотрите внимательно. Накид. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. Далее воздушная петелька. Возвращаемся сюда же, опять 2 столбика с накидом. Раз, 2. И у нас с вами получился вот такой вот веерочек. Видите, небольшой веерочек. Дальше, смотрите, делаем накид, пропускаем 1, 2, 3 столбика и в 4 провязываем веерочек. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька, и возвращаемся сюда же. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Вот, еще один веерочек получился. Видите, не сложно? Не сложно. Опять накид, пропускаете 3 столбика, 1, 2, 3. И в 4 опять провязываете веерочек. То есть поняли, да, принцип? И так вы провязываете до конца ряда. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что несложно. Но в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот наши веерочки аккуратненькие готовы. И заканчиваем мы ряд, смотрите, накид. После веерочка пропускаем 1 столбик и в 3 петельки подъема в 3-ю петельку ныряем и провязываем просто 1 столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, вот так вот делаю воздушную петельку, подтягиваю ниточку, оставляю этот краешек, перехожу на начало ряда,
потому что у меня каждый ряд будет состоять из нового цвета. Вот у меня здесь есть желтая ниточка, я буду переключаться на нее. Итак, смотрите, для начала что я делаю? Вот у меня были 3 петельки подъема, я присоединяюсь к 3-й петельке и подтягиваю к себе желтенькую ниточку, но не сильно, да, чтобы не зажулькать край. Вот, все, я переключилась на желтенькую. Теперь смотрите, воздушная петелька, сюда же я ныряю, провязываю столбик без накида, так. Далее опять воздушная петелька, накид, и смотрите, я вот сюда ныряю, но ныряю, получается, вот у меня были петельки подъема, во вторую петельку подъема я ныряю вот так вот. Это только в начале ряда, не переживайте. И провязываю столбик с накидом. Вот такая картина должна получиться, дальше поймете. Далее, смотрите, что делаем. Вот у нас арочка от воздушной петельки, да, вот в веерочке. Мы ныряем в нее, провязываем столбик без накида. Дальше смотрите внимательно. Делаем 2 накида. Опускаемся. Вот у нас были 3 столбика. 1, 2, 3. Именно к желтому столбику, к среднему. Ныряем, вытягиваем ниточку. Смотрите. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился столбик с 2 накидами. Дальше 2 воздушные петельки. Теперь делаем 1 накид. И смотрите, куда мы возвращаемся. Вот видите, у нас здесь было 2 петельки, да? Вот в самом начале. А потом наискосок 2 петельки. Вот мы за эти 2 петельки беремся аккуратненько. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. И у нас, смотрите, сформировалась вот такая вот как бы рогаточка. Видите? Присоединяем эту рогаточку. Вот в веерочке арочка. Оп. Столбик без накида. Вот такая картина получится. Опять 2 накида. Опять переключаемся желтой ниточкой к желтому ряду. Вот 3 столбика. 1, 2, 3. В центральный. Оп, нырнули, вытянули ниточку. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 воздушные петельки. 1 накид делаем. И возвращаемся обратно к этому нашему столбику. Вы увидите, здесь получается как бы пересечение, вот так вот ниточки будут лежать. Так вот к самым, получается, нижним обращаетесь. Вот так вот 2 захватываете и провязываете столбик, но с 1 накидом. Опять как бы рогаточка на ножке, видите? Опять присоединяемся к веерочку столбиком без накида. Не сложно? Не сложно. И так далее провязывайте до конца ряда. Вначале столбик с 2 накидами, 2 воздушные петельки, 1 накид. Возвращаетесь к этому столбику, вот к первым, как бы наискосок петелькам лежащим, и провязываете столбик с 1 накидом. И присоединяетесь к веерочку. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно. Если что, перематывайте назад. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы практически до конца ряда провязали. Покажу, какая особенность, как заканчиваем ряд. То есть, как бы тут не будет точно такой же рогатки на ножке, да, но будет имитация. Итак, накид сделали 1. Дальше вот у нас самый последний столбик. Мы ныряем в середку столбика. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И теперь мы возвращаемся вот к этому столбику, беремся за верхушку, провязываем столбик без накида. Ну, вот такая вот особенность начала и конца ряда. И здесь я переключаюсь на новую ниточку, то есть эти 2 петельки я провязываю беленькой ниточкой. Вот так удобненько для себя ее подтягиваю. И вот так вот раз, и провязала. Далее вяжем беленькой ниточкой. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь у нас как бы половинка нашей рогатки, да, вот этой вот. И мы будем провязывать, получается, здесь половинку вот этого веерочка. Накид. Нырнули вот в эту арочку. Провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Есть. Далее внимательно перепрыгиваем вот нашу рогаточку на ножке. И в эту арочку провязываем вот такой же веерочек беленький. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись и провязываем. 1 столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. У нас сформировался вот он, веерочек. Угу. Вот так вот точно такой же веерочек здесь. Опять накид и перепрыгиваем в следующую, получается, арочку, да, в рогаточку. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять сюда же. 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Поняли, да?
То есть вы провязываете ряд в точь, как у вас был первый ряд веерочками. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот наши веерочки практически готовы. Опять показываю, как заканчиваем ряд. Вот у нас получается пол веерочка здесь будет. То есть мы сделали в арочку 2 столбика с накидом. А вот это вот получается столбик предыдущего ряда. Да, мы провязываем вот так вот столбик с накидом. На этом ряд наш заканчивается. Воздушная петелька. И потянули ниточку, отпустили ее. Переключаемся на желтую ниточку. Итак, тут у нас было 3 петельки подъема. К третьей петельке мы присоединяемся. Подтягиваем желтую ниточку к себе. Аккуратненько, крайне зажулькать. Вот, аккуратненько подтянули. Теперь воздушная петелька. Сюда же ныряем, провязываем столбик без накида. Теперь повторяем, получается, ту же самую рогаточку на ножке. Итак, 2 накида. Смотрите, мы, получается, сейчас будем нырять вот к нашему желтому столбику. Так, то есть не запутайтесь, желтое к желтому. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Далее 2 воздушные петельки, накид. И точно так же возвращаемся опять вот к этим петелькам, которые наискосок, самые нижние, самые первые. И провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получилась опять рогатка на ножке. Присоединяемся к веерочку и провязываем столбик без накида. И опять рогатка на ножке, желтая к желтому, 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 воздушные, накид, возвращаемся сюда же, получается вот к нашим 2 петелькам, которые наискосок, и провязываем столбик с накидом. Присоединяем нашу рогаточку к веерочку. Оп. Понятно? Не сложно? Все, давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали практически опять до конца, как мы заканчиваем наш ряд. То есть у нас здесь получается, мы должны провязать вот наш последний столбик, столбик без накида, взяли петельку и вот эти 2 петельки опять провязываем беленькой ниточкой и переключаемся на беленькую. Поняли, да, принцип? Каждый ряд новый цвет. Вы, конечно, можете взять одним цветом, вы можете вообще менять разные ниточки, да, то есть на ваше усмотрение, но принцип вы поняли. Далее мы повторяем самый-самый первый ряд. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И теперь вот в эту вот рогаточку, вот в эту арочку провязываем точно такой же веерочек, как в первом ряду. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. И опять перепрыгивайте в следующую рогатку, вот, и провязывайте точно такой же веерочек. Понятно, да? Вот, не сложно? Не сложно. То есть дальше получается узорчик только лишь повторяется. Итак, сам по себе узорчик это веерочки и рогатки. Так? Потом в шахматном порядке веерочки и рогатки. Потом возвращаемся к первому ряду. Веерочки, рогатки. То есть вертикальный раппорт, да, 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Потом 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А так 2 ряда красоты. Согласитесь, да? Давайте увеличим наш образец, несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Интересненько, да, получается? Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, ребята, девчата, смотрите, провязала я несколько рядочков. Принцип узорчика уже понятен. Здорово, шикарно, великолепно. И самое главное, что просто, согласитесь, да? Узорчик двусторонний. Выбирайте изделие, которое у вас будет двусторонним. И делайте с прибольшим удовольствием вот такой вот узорчик. Смотрите, получается, вы можете сделать контрастную ниточку, наоборот, светлой, да, а у вас веерочки будут другого цвета. В прошлом видео девчата мне предложили, что можно, получается, веерочки делать разных цветов. Ну, остаточки ниточек, да, и вот такая вот радуга-дуга будет. Очень интересно, да, а как бы вот эти вот ромбики будут другого цвета. Почему бы нет? Издалека похоже на соты, да, похоже? Кофточки или кардиганчики. Или специально взяла толстую ниточку, чтобы вам были понятны вот эти вот рогаточки на ножках. Надеюсь, понятно. Пишите в комментариях. Вот так вот он у меня тянется из акрила. Вот именно акрил, да. Вы берете другую любую пряжу, смотрите, как он будет тянуться. И еще, девчата, ребята, если будете вязать изделие, то я считаю, что здесь нужно наборный край сделать эластичным. Угу. То здесь как бы немножко стягивает. Ну, как по мне. Возможно, вы будете вязать другой пряжей, другим крючком, у вас получится немножко по-другому. Пробуйте. Пробуйте, не останавливайтесь на одной пряже. Берите секционную, берите там с мохером, берите, возможно, это хлопковая ниточка будет. Любую, берите любую, пробуйте, потому что на разных ниточках узор смотрится по-разному. Возможно, у вас будет лучше, да. Вот.
Такая вот красота. Давайте замерим красоту. 33 аж воздушные петельки. Гляньте, какой он длинный, да? Итак, это, смотрите, аж 22,5 сантиметра, практически 23. А здесь получается у нас веерочек один, да, и одна рогаточка, как бы, да, будем считать, что 2 ряда. 2, 4, 6, 8 рядочков. Первый наборный 9 рядочков. Так, это у нас, смотрите, 8,5 сантиметров, практически 9. Ну, класс, класс. Жду ваши комментарии, жду ваши лайки, жду ваши реакции, подписки ваши жду, кто еще этого не сделал. Подписывайтесь, впереди много новинок, много интересного. Нажимайте на колокольчик, самый верхний темненький, чтобы он у вас был. И вам тогда придут уведомления о новинках на канале. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, пишите, что вязали. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно связать. Девчата читают комментарии, возможно, кому-то они помогут. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.